Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. У меня часто в комментариях зрители спрашивают, где я беру идеи для вышивок для своих. Но я, как и все, смотрю в интернете, вдохновляюсь, а потом что-то в голове свое придумывается. Возможно, похожее что-то. Но на самом деле, мне кажется, даже вот если один единственный рисунок дать разным рукодельницам, они совершенно по-разному вышьют этот рисунок, будут использовать разные цвета, разные стежки. Поэтому в результате получатся самые разные вышивки из одного рисунка. Кстати, по поводу идей, вот если многие говорят, что мы вот совсем не умеем рисовать. И я вам хочу дать прям лайфхак. Заходите в интернет, в поисковой строке набираете детские раскраски, цветы, растения, деревья, и будет вам счастье. Там будут самые простые рисуночки, которые как раз подходят для вышивок. И поверьте, что у вас в результате получатся очень симпатичные вышивки благодаря этим картинкам. А я сейчас вышиваю, называется тамбурный стежок или по-другому петля с закрепом. Совсем простой стежок, один из базовых таких. И очень много, и поверьте, можно вышить именно таким стежочком. Следующий стежок, которым я буду вышивать, называется стебельчатый. Тоже базовый стежок, тоже совсем простой, примитивный. И для тех, кто говорит, что ну вот у нас не получается, прям сложно, на самом деле надо взять нитку с иголкой в руки и пробовать. При этом не обязательно покупать какие-то специальные нитки для вышивания. Попробуйте вот любыми швейными нитками. Самое главное отработать навык, который потом вам пригодится при вышивании. И в любом случае вы тогда поймете, ваше это или не ваше. Не обязательно даже пяльцы иметь. Можно просто вот взять нитку, иголку, кусочек ткани ненужный и попробовать. И тогда вы поймете, получается. А, конечно, будет получаться, потому что ничего сложного здесь нет. Или не получается, тогда бросите это дело, да и все. Займетесь другим каким-то творчеством. Я взяла более толстые нитки. Я вообще-то их в свое время покупала. Думала, получится вышивать, но уж больно они толстые. А вязать я как-то не пристрастилась. Но здесь я смогла их использовать. Вот таким образом я просто их закрепляю обычной швейной ниткой. Вдвое сложила. Так как у меня концы не уходят потом в самый шов, где изделие, которое я буду делать, то я вот так вот придумала оставлять кончик с одной стороны, потом заводить с другой стороны и вот их связывать между собой. И при этом концы ниток этих толстых нигде не торчат. Дальше вышиваю, я называю это тоже, наверное, петля с закрепом, но как-то наоборот она идет, видите, немножечко нижние части раздвинуты. А так она та же самая петля с закрепом получается. Девочки, все время забываю сказать, у меня в шапке профиля есть ссылка на мой профиль ВКонтакте. Если кому интересно, заходите, подписывайтесь. Будем там не только шить, вышивать, но и всякое разное обсуждать про жизнь. Вот этот следующий шов, который я показываю, называется козлик. Но мы его так называем козлик, а еще его название есть русский крестик, или русский крест. Тоже очень красивый, очень интересный шов. Мне очень нравится, он шьется очень легко и быстро. Нужно его иметь в своем арсенале. Мне, кстати, одна женщина в комментарии написала, а почему вы не вышиваете традиционные русские узоры, обереги, всякое такое? Девочки, во-первых, насколько я помню, из своих походов по музеям в детстве, в краеведческие музеи, но там, по-моему, все крестиком вышивалось, правда ли? Может быть, меня кто-то поправит, но мне кажется, все русские эти традиционные узоры, все эти рушники, всякие сарафаны, рубахи, все это вышито крестиком. А я крестиком вообще не люблю вышивать, это не мое совершенно. Там нужна очень большая концентрация такая. Я здесь как-то пошла и вышиваю. А там надо прям что-то считать, что-то, не говоря уже о том, что, где же я откуда буду знать эти русские узоры, обереги? У нас в школе их не преподавали, да и в интернете не особо-то. Мне вообще просто это неинтересно.
Это совсем не подходит, не совпадает с моим характером вышивка крестиком. Мне вот хочется разнообразия, и вот эта вот вышивка декоративными стежками, она как раз больше подходит к моему характеру. Но при этом я восхищаюсь теми людьми, женщинами, которые сидят крестиком, вышивают годами одну картину. Это надо какое терпение иметь, трудолюбие и усидчивость. Я просто не представляю. Это не для меня точно. Но вы сами видите по моим видео, что меня кидает в разные стороны, мне всем хочется заняться, все попробовать. Ну, может быть, поэтому вы и подписались на мой канал, потому что тоже хочется разнообразия. Кстати, мне еще пишут комментарии очень разные по поводу моего голоса. Некоторые пишут, что все бы хорошо, если бы не занудный голос комментаторши. А другие пишут, что очень приятный голос. Для меня-то мой голос вообще обычный, я к нему привыкла, тем более, что у меня есть сестра-близнец, у которой точно такой же голос, и я вообще вдвойне привыкла. У нас одинаковые голоса, но она еще и поет, а я только подпеваю в машине, когда еду на дачу или куда-то за рулем. Девочки, вот здесь вот использовала самые вот прям кончики, остатки ниток, потому что здесь вот эти вот треугольнички, они такие маленькие, буквально по 3 стежка всего для заполнения цветом. Поэтому я была рада, что я кое-какие обрезки, остатки не выкинула, а здесь они мне как раз пришлись ко двору. По поводу ниток, многие вот в моих видео про вышивание спрашивают, чем я, какими нитками вышиваю. С тех пор, как я увлеклась рукоделием, у меня скопилось определенное количество. Вот справа это нитки из мерсеризованного хлопка. Вот эти только 2 цвета я купила, остальные мне ирисы вот эти подарила подруга, отдала. Потом у меня еще вот эти вот я купила, потому что мне очень понравились цвета, но они с какой-то шерстью, и ими очень неудобно вышивать. Тяжело идут, путаются, но лежат. Вот когда у меня именно такой цвет хочется, которого в других нет удобных нитках, я тогда беру вот эти вот. Плюс вот эти вот толстенькие, вот они прям видно, да, гораздо толще. Тоже я купила, думала, буду вышивать, но они для вышивки не подходят, уж больно толстые. Ну вот в сегодняшней вышивке пригодилось. Кроме того, мне однажды пришел на телефон промокод на один маркетплейс, где надо было набрать на 1550 и 1500. Благодаря этому промокоду оплачивалось. То есть я набрала на 1550, заплатила всего 50 рублей. Ну вот я набрала в том числе и ниток мулине, там 100 цветов. Еще всякого нужного. Ну, короче, нитки самые разные я использую, в зависимости от того, какой мне цвет понадобится. Хотя мулине я тоже не люблю, но когда нужно, использую. А вот в результате что получилось пока что. Это пока что только половина моей работы. Следующую половину в следующем видео я покажу. Но уже видно, что получается очень красиво, ярко, насыщенные. Вот эти вот треугольнички разноцветные мне очень нравятся. Они прямо оживляют, такой, знаете, этнический колорит придают. Мне, если честно, не терпится просто приступить к продолжению, потому что у меня уже есть идеи, как я буду продолжать, а они у меня появляются в процессе вышивания. Вот, но следующее видео будет у меня, как всегда, в следующее воскресенье в 16:00. Не забудьте зайти и заглянуть. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь, если еще до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.